Нихао, комрад. Фабрика по производству керамики и посуды. Интересно? Поехали! Посуда, которая здесь производится, уже сейчас импортируется в Россию крупными дистрибьюторами. Но так как я лично знаком с хозяином этой фабрики, заказав эту посуду через меня, вы наверняка сможете неплохо сэкономить. Собственно, Лян Хэнбин, мой хороший друг. Hello. Мы уже, наверное, лет 5 с ним хорошо знакомы. Посмотрите на эту замечательную посуду. Любую посуду можно разработать с нуля примерно за неделю. И где-то за 50 дней они произведут достаточное количество матриц, чтобы любые ваши хотелки начать производить в коммерческих масштабах. И у этой фабрики целых 6 этажей. 6 этажей производства всякой посуды. Я даже не знал, что столько бывает необходимо. До того, как я сюда попал, я вообще не представлял, как сейчас производится посуда. Вот ты вот, например, знаешь, как к чашкам приделываются ручки. А вот досмотришь ролик до конца и узнаешь, из чего посуду лепят, как обрабатывают заготовки на каждом этапе. Обо всем этом на канале Подвалы Китая ты узнаешь со мной, Марком Викторсоном. Кстати, увидев столько посуды в одном месте, про себя подумал, что было бы весело устроить здесь посудный баттл. Но вслух говорить, естественно, ничего не стал. А здесь вот у них хранятся матрицы. Очень интересно. Вот сюда вот заливается материал, и отсюда вынимается готовый продукт после того, как это все испеклось. Тяжелые матрицы. И они как будто бы прилипают. Очень классное прилегание. И этих матриц здесь тысячи, миллионы. Под все виды, под все формы, под все разновидности посуды. А вот странные матрицы треугольной формы под треугольные тарелочки. А здесь у них хранятся материалы для производства этой самой посуды. Есть разные типы. Это вот глина более светлая, эта глина немножко более мягкая, она более такого коричнево-бурого оттенка. И вроде бы это глина, а вроде не глина. Я даже не знаю, как это называется профессиональным термином. Но оно довольно мягкое. Если вот так вот пальцем нажать, то след остается и здесь, и здесь. Только вот эти вот колбаски более ровные, а вот эти вот уже даже под собственным весом немножко прогнулись. Но как эти колбаски превращаются в чашки, тарелки и прочую посуду? Круглые изделия делают в таких вот заготовках при помощи пресса, под который кладется матрица с кусочком глины. Гончар снимает лишний материал с одной заготовки, а машина уже раскатывает глину следующей. На это уходит всего лишь секунд 5-6, и цикл затем повторяется. Гончар кладет под пресс новую заготовку, снимая лишний материал с предыдущей. Меня всегда интересовало, как к чашкам приделывают ручки. Так оказывается, все очень просто. Ушки для чашек формируются заранее. Заготовку сперва макают в воду, потом кладут в матрицу, куда затем помещается глина для тела чашки. И мастер меняет картридж в станке, и тело чашки, раскатываясь, соединяется с ушком. Затем с заготовки снимается лишний материал, но доставать чашку сразу рано. Сейчас ей нужно немножко отдохнуть. А предыдущую заготовку уже можно доставать из матрицы на просушку и дальше по кругу за новыми ушами. А чтобы форма у чашечек и баночек сразу после гончарного станка не изменилась, используется до гениального простое решение. На них сверху просто кладется вот такой вот шарик. Удивительно. И работает же. Заготовки сушатся прямо с заусенцами, так как если начать их исправлять, пока глина еще мягкая, то можно нарушить геометрию, поэтому следующий этап обработки начинается только тогда, когда заготовки полностью высохли. Заусенцы, швы от матриц и прочие неровности исправляются на каждом экземпляре вручную. Причем для каждого типа обработки свой инструмент. Например, у горшочков и кастрюлек неровности по периметру кантиков и венчиков убирается штукой, похожей на картофелечистку. Да-да, выглядит именно как кухонная картофелечистка. Заметьте, ручной работы тут просто уйма. Затем следует еще один этап обработки. Гончар полирует изделие влажной губкой, чтобы сгладить неровности, которые могли образоваться на предыдущем этапе. Добиться ровной формы изделий на этом этапе очень важно, и поэтому буквально каждый экземпляр посуды мастерами проверяется лично. Тут лучше перебдеть, чем недобдеть, так как следующий этап — это уже грунтовка изделий под покраску, перед которой посуда снова должна просушиться от влаги, впитанной при полировке. Теперь каждый раз, когда я кушаю, я отношусь к посуде более уважительно. Все-таки ручная работа. Кстати, я не показал вам, как делаются изделия не круглой формы. Здесь в сложенные столбиком матрицы накачивают чуть более жидкую глину, но ручной работы от этого меньше не становится. Сначала из желобков, по которым глина стекает в матрицу, убирается лишний материал. Затем на изделии аккуратно замазываются швы и прочие следы, которые могли появиться в процессе заливки. Только здесь это на каждом из 1000 экземпляров делается до того, как заготовка просохла. Кропотливейший труд. Гончару на глаз руками. Надо править кантики настолько аккуратно, чтобы это потом не выглядело как детская поделка. Кстати, чтобы не помять кантик, снимая мягкую заготовку с формы, здесь пользуются банальными компрессорами. Все гениальное просто. И прикол в том, что материал, то есть эту глину, по сути, можно использовать заново. То есть излишки, если они остаются, это не страшно.
Замечательно. Ну а дальше следы ручной работы правильно заполировываются влажными губками. Кстати, если вам кажется, что работа довольно грязная, расслабьтесь, это всего лишь глина. Вон там гончар мясо сушит не стесняясь. Он наверняка знает, что глина состоит наполовину из оксида кремния, на треть из оксида алюминия, а все остальное безобидные присадки и вода. Как здорово, что человечество тысячелетиями производило посуду из глины, чтобы ты в 21 веке, посмотрев этот ролик, убедился, что все эти много веков подряд мы пользовались абсолютно экологически чистой и химически нетоксичной посудой. Кстати, у этой фабрики совершенно умиротворяющий вид из окна. Температура даже зимой не опускается ниже плюс 10, прохладно бывает, но природа круглый год остается зеленой. Естественно, в перерывах не обходится без чайных церемоний. И если вы тоже любитель китайского чая, напоминаю, первую заварку нужно сразу же сливать. И вообще большинство видов китайских чаев не нужно настаивать в заварке долго. Залил кипятком и буквально сразу же разливаешь по чашкам. А чтобы вообще было прям полностью по фэншую, чашечки должны быть маленькими, ровно на один глоток. Кстати, вот эти вот чашечки с прозрачными вставками тоже были произведены прямо здесь, прямо на этой фабрике. И вот мы уже почти приблизились к самому финальному этапу — запеканию или обжигу посуды. После полировки и очередного сушения изделия грунтуют специальным покрытием, которое делает поверхность более гладкой, заполняя поры, и помогает краске лечь ровнее. Здесь посуду грунтуют окунанием, после чего, опять просохнув, она отправляется на покраску. Способы самой покраски тоже бывают разные: через окунание, распыление, иногда красят кистью, а если рисунок сложный, даже пользуются трафаретами. Обратите внимание, сколько здесь везде вентиляторов и вытяжек. На последних этапах пыли стараются избегать. После грунтовки, просушки, покраски и еще одной просушки изделия наконец-таки отправляются в печь. Тут все серьезно. Температура может доходить до 1000 градусов и выше. Сам процесс обжига длится много часов, и это финальный экзамен для всей партии. Но даже после обжига некоторые изъяны все еще можно исправить. Гончар в отделе качества исправляет дремелем неровности на готовой, уже прошедший обжиг посуде и закрашивает изъяны. Качество контролировать приходится на каждом этапе, и на выходе каждый экземпляр проверяется индивидуально. Сама печь разделена на сегменты с разной температурой, и каждое изделие проходит путь, начинающийся от плавного прогрева до максимальной температуры, где краска закрепляется, а глина превращается в керамику. После обжига изделия остывают прямо внутри печи, чтобы не получить трещины от резкого перепада температур. И только когда все полностью остыло, можно увидеть финальный результат — посуду, которая есть в каждом доме. Ну что ж, вот так вот производится посуда. Огромное спасибо всем, кто рассмотрел этот ролик до конца. Практически весь видеоряд был записан на смартфон Vivo X200 Ultra, кроме вот этого вот ракурса. Это было снято на камеру Fujifilm X-H2S. Напоминаю, что вы можете заказать посуду с этой фабрики через меня, связавшись со мной по ссылочкам в описании к этому ролику. Также вы можете посмотреть ролики на моем втором канале, где я рассказываю про смартфоны, в частности, обзор этого смартфона есть, как на него правильно снимать видео, чтобы получилось настолько же круто. И увидимся с вами в следующем ролике. Спасибо, пока.